Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, куда дуют ветры и какие движения по доллару, нефти, золоту и другим активам предполагаются сегодня на вечерней сессии. Так, ну вот сегодня техсектор отскакивает, все забито новостями по поводу ситуации в небе Беларуси, когда был перехвачен гражданский самолет. Я думаю, это событие оно будет иметь далеко идущие последствия. И я предполагаю, что здесь, возможно, даже сразу какой-то реакции не последует, такой уж прямо жесткий, ну потому что Запад, он рационален. Вот. Но тем не менее, я так понимаю, это событие, это некий триггер, который в ближайшем будущем обозримом на протяжении 6 месяцев оно о себе очень мощно даст знать. Здесь не нужно каких-то иллюзий придерживаться, что вот там будут переговоры с Байденом и все разрулится. Нет, такого не будет. Может быть, произойдет какое-то короткое облегчение, короткий какой-то откат, но в дальнейшем тут все идет к тому, чтобы схлестнулись и очень сильно. Но вот на самом деле мне не совсем понятно, зачем подобные встречи проводить, так как вообще подобные мероприятия это удел МИДа, ну и там президента или там кто там во главе страны. Так, ну вот такая интересная тема, что планируется, ну или предполагается, что ФРС исключит из своей политики корреляцию между занятостью и инфляцией. Но вот история, которая происходит, она ничему людей не учит. Вот здесь прямо-таки абзац, что слабая инфляция за последние 30 лет создала у чиновников ФРС впечатление, что они могут получить все сразу. Но уже как бы в 70-е пытались поднять инфляцию для того, чтобы победить безработицу. Закончилась галопирующей инфляцией. И никакая безработица никуда не ушла. Так, ну вот Джон Уильям Ворнс, очень умный и дальновидный человек, с моей точки зрения, он прогнозирует, что в 2022 году будет гиперинфляция. Но насчет гиперинфляции пока не могу сказать. Галопирующая точно, это то есть от 20% до нескольких десятков. Я думаю, такое вполне может произойти. Здесь сказывается фактор того, что напечатанные, выпущенные денежные средства, они так или иначе куда-то должны деться. Либо они сгорят, либо их достанут и куда-то спрячут назад в сундук. Вот. Ну как они могут сгореть, мы с вами на крипте видели, а в сундук их точно никто класть не будет. Так, ну вот Рэй Далио уверовал в крипту и правильно сделал, что в большей степени уверовал именно в эфириум. Ну и, кстати, тот факт о том, что Рэй Далио уверовал в крипту и считает, что это возможно вложение, которое более перспективно, чем облигации, это является еще одним подтверждением того, что ждут очень сильной инфляции. И поэтому мне, честно говоря, непонятно, откуда берется у американских экономистов оптимизм по поводу того, что осенью этого года наоборот, как бы даже инфляция, она подожмется и начнется дефляция. Я думаю, никакой дефляции не будет, будет стагфляция, потом галопирующая инфляция, а потом может быть и гиперинфляция. Но смотрите, логика у меня здесь очень простая. Любая система, как учит физика, она требует расстановки в системе сил, которые действуют на то, что происходит. Были напечатаны деньги. Деньги какое-то время крутятся и будут крутиться в экономике. Возникает вопрос, а из-за чего все это произошло? Это и все произошло из-за того, что начал меняться технологический цикл, технологический уклад. То есть должен произойти глобальный слом. Но так было всегда. Даже там какая-то улитка или рак для того, чтобы вырастить новый панцирь, должна вылезти из старого панциря или его разрушить. Здесь как такового пока еще разрушения этого не было. То есть подошел, когда момент его разрушать, залили некой волшебной жидкостью, амброзием под названием денежные знаки. Вот. Но перестройки экономики до конца не произошло. Все говорят, там будет отскок, произошел отскок. Это отскок, это не перестройка экономики. Здесь должна произойти именно перестройка, структурные изменения. Но это структурное изменение, оно будет происходить достаточно длительное время. И уже как бы пошли сигналы, которые говорят о том, что вот это перестроение, появление новой экономики, новой энергетической системы, оно сейчас будет замедляться.
И это очень большой существенный риск, потому что должно произойти обновление основных фондов. Текущая ситуация, я еще с утра вот на эту новость обращал внимание, о том, что прекратилось снижение цены на солнечную электроэнергию. Это происходит из-за того, что растет стоимость кремниевых пластин. И, соответственно, это одна из компонентов зеленой энергетики и смены технологического уклада. Соответственно, если этот процесс начинает буксовать, то вот эта вся напечатанная волшебная денежная масса, ей будет некуда идти. Она будет раздувать инфляцию, потом гиперинфляцию. Так, ну в Америке, как обычно, там бадание с введением новых налогов. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Ну там бесконечный цикл, борьба меча и щита. Я думаю, сейчас вот на этом, наверное, особо заморачиваться не стоит в текущий момент конкретно времени, потому что наступает лето, а летом все замирает. Так, друзья, ну вот что-то у нас неспокойно. Опять Роскомнадзор пригрозил замедлить Google. Но вообще, на самом деле, все вот эти события, там, закрыть, прикрыть, это все как бы в тренде. Можно спорить относительно того, насколько это правильно или там глупо. Но, тем не менее, такой тренд, он идет, и никуда от него не деться. По крайней мере, сейчас, в текущий момент времени. Но здесь на что бы я хотел обратить внимание. Все-таки Google, он всемогущ, и он всепроникающий. И он, скажем так, если решит играть не по правилам, то он много чего может. Так, ну вот сейчас происходит очень интересный процесс. Идет отскок, он в России тоже происходит. Но я обращаю ваше внимание, что по моему глубокому убеждению это не более чем отскок дохлой кошки. И вот эти все росты лизинговых портфелей и так далее, они уже к осени начнется коллаборация всех этих процессов, отросших в обратную сторону. Так, друзья, ну вот надо полагать, что в кои-то веке все западные СМИ, они забиты вот этой новостью по поводу самолета, который был перехвачен, гражданский. Вот. Но я думаю, здесь будет хардкор. Санкции ведут, наверное, просто это не так прямо сразу будет, но я думаю, здесь действия будут очень суровые. И они будут идти очень сильно по нарастающей. Так, друзья, ну давайте, наверное, криптовалюту посмотрим. Эфириум, доллар США. Здесь достаточно уверенно произошел отскок, пока он небольшой. Говорить о том, что завтра будет 5000, я не буду. Вот, но сами видите, какая ситуация с инфляцией, которая, предполагается, будет только расти. И здесь волей или неволей будут что-то покупать. На текущий момент эфириум вот в этом диапазоне торгуется 2160, 2600. Как только будет пробой вот этого диапазона на объеме, здесь движение может очень сильно ускориться, и он в легкую может на 3800, а то и на 4000 сходить. Вот. Если здесь не будет пробоя, то он оказывается заперт и будет колебаться какое-то время. Но если бы это была обычная акция, я бы сказал, что он будет колебаться в этом диапазоне. Но для крипты, которая по 10-20% в день ходит туда-сюда, я думаю, это неуместно такое узкое сравнение. И здесь можно говорить только о таком расширенном диапазоне. Так, друзья, S&P 500, ну смотрите, здесь сегодня рост уже, наверное, по большей части произошел. Осталось ему еще немножко подпрыгнуть и вот этот максимум переписать. Ну и здесь у нас остается давнишний уровень 4080. Если его устойчиво не пробиваем и под ним не закрепляемся, то все это будет выкупать и будут гнать наверх. Казалось бы, куда уже гнать? Ну, пока гонят. Значит, если звезды зажигают, значит кому-то нужно. Так, VIX сегодня продолжает снижаться вниз. Индекс доллара, но дневной график. Здесь на самом деле нельзя сказать, что все, он там пошел падать и намертво. Нет, он находится вот в этой консолидации. И пока говорить о том, что индекс доллара окончательно развалился и рухнул, я бы не стал. Вот пробой, если будет 89,6, тогда посмотрим. Пока этого пробоя нет, идет движение в боковике. Так, друзья, ну вот золото сегодня показало феерический рост. И теперь у нас на повестке дня взять 1900 и закрепиться. На сегодня, если не будет коррекционного отката с пробитием 1862, 1860, то это было бы очень хорошо. Это означало, что движение вверх пойдет завтра такими же темпами, как и шло. Так, друзья, ну нефть сегодня
все окей. Тут опять же идет движение на 70. Дальше посмотрим, к чему это приведет. Ряд факторов есть, несмотря на сделку ядерную Ирана. Летом всегда растет спрос на бензин, на топливо. Особенно, когда та же Америка будет открываться. Там уже практически все население, за небольшим исключением, привито. И поэтому для Америки уже ковид не такой страшный, как для всего остального мира. Велика вероятность того, что это движение, по крайней мере, до среды продолжится на 70. Так, друзья, но то, что идут деньги на рынок, это, в общем-то, всякие волшебные истории пробуждает к жизни. Вот, например, ИСКЧ, Институт клеток, стволовых клеток человека, месячный таймфрейм. Да, его сейчас пытаются запустить, цель движения переписать вот этот максимум. Но идея очень рискованная, и, соответственно, здесь, если возникает откат с пробитием 34, то его могут уронить и вообще очень сильно. Вот, поэтому эти идеи, они либо на людей, которые любят рисковать, либо люди, которые увлекаются этой тематикой и готовы вкладываться и долгое время держать деньги. Вот, для спекуляции, я считаю, подобные моменты, они не подходят. Так, друзья, далее ОГК-2, ОГК-2. Здесь пошла достаточно хорошая динамика. Ну, у ОГК-2 у него есть здесь предел, который на 85 копеек проходит. Соответственно, если этот диапазон пробивается, то ОГК полетит на первую цель, которая 97. Так, друзья, ну вот Яндекс задышал. Соответственно, на повестке дня в ближайшее время будет попытка пробить и удержаться на уровне 4900. Если это произойдет, то через какое-то небольшое время, скорее всего несколько дней, он перепишет вот этот максимум. Если этого не произойдет на протяжении 1-2 недель, то мы будем лицезреть Яндекс на уровне 4700, возможно даже ниже. Так, друзья, ну вот у ленты тоже пришло ее время, судя по всему, начали ее прокачивать, и здесь пошел импульс движения, у которого цель находится на 260, и потом возможно на переписывание вот этого максимума. Соответственно, движение не получает развития, если идет откат с пробитием 234. Так, ну вот Мосэнерго, начали его все-таки разгонять. И здесь у него цель движения находится на 2,3. Немножко ему осталось дойти. Дальше либо он здесь закрепится, начнет торговаться, либо отсюда он свалится на вот этот минимум 2,19. Так, друзья, ну сегодня вслед за Америкой весь российский хай-тек пытается тоже расти. Киви уже как бы на прошлой неделе начали понемножку запускать. Смотрите, у Киви есть уровень 860-850. Если вот этот уровень пробивается, то очень быстро Киви может сходить на 1200. Вот, соответственно, если происходит в ближайшее время пробой этого уровня, ее движение вверх может быть весьма стремительно. Так, друзья, ну вот у Mail.ru схожая ситуация, дневной график. Соответственно, здесь вот сегодня-завтра будет решаться вопрос с пробитием уровня 1555-1560. Если уровень пробивается, то поведут ее на 1730-1720, вот сюда, вот к этому диапазону. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, на сегодня цель движения, можно сказать, выполнили, но пока здесь не закрепились. Соответственно, если сейчас на вечерке будет пробой 1,2195, то в этой ситуации мы пойдем тестировать по евро-доллару 21.72, вот сюда, вот к этому значению. Если здесь пробой не возникает, то он набирается силенок, и завтра с утра пойдет тестить на пробой 1,2246. Поэтому здесь, скорее всего, сейчас вечером будет боковик с попыткой пробить 1,2195. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, колет он вот этот уровень, но никак его не пробивает. Ну вот, собственно говоря, фигура называется «Чудеса. Мертвая петля в небе Белоруссии». Чик, и потом откатились. Вот, ну смотрите, здесь на текущий момент, скорее всего, будет боковик в ближайший день-два, вот в этом диапазоне. Если все-таки мы вот этот уровень 73.33 пробиваем, то здесь уже цель движения будет на 72,5, может быть и даже пониже, то есть рубль еще сильнее укрепится.
Но у меня большие сомнения, что его пустят ниже 73,3. Уже слишком много было таких случаев. И я думаю, здесь без потенциального пробоя нефти и ухода на 75+, скорее всего, вот это движение, оно пока развития не получит. Но шансы определенные есть. А что касается сегодняшнего движения, ну смотрите, вот сейчас на вечерке, если не будет повторного тестирования 73.41, то я думаю, все-таки мы отсюда отскочим и пойдем вот сюда, вот в этот уровень 73.6, 73.67. Если все-таки будет пробой вот этого значения в результате отката вниз, то мы сегодня увидим тестирование 73.33. Но опять же, без существенного роста нефти я не думаю, что здесь пойдет рост и укрепление рубля. Скорее всего, такого в ближайшее время не будет. И как показывают те события, которые произошли в Белоруссии, в ближайшее время будет очень интересно и очень жарко. Ждет масса новостей, масса захватывающих инцидентов, событий и так далее. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные активы, что я хотел сказать, что хотел показать, донести до вас. Если какие вопросы, пишите под видео. Все, спасибо за внимание, успешных торгов. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Надеюсь, я приношу вам пользу и прибыль. Удачи!